Здравствуйте. Я Арина Преображенская. И зачем-то мы сегодня с вами встретились. Я создала мое пространство. Вы пришли с какой-то своей историей. И сейчас происходит наша встреча. Рождается какой-то микс, который мы создаем вместе. И никто не знает, что в итоге получится для нас всех и для каждого в отдельности. И вот этот миг мне не хочется упускать. У меня сегодня пришла такая волна размышления, которая захотела быть озвученной здесь. И вот суметь остановиться в этом моменте и подняться над ситуацией и увидеть вот это чудо, которое создается жизнью через нас. Вот один человек живет свою жизнь. Какая-то определенная история, столько-то ему лет. Женщина, мужчина, опыт, радость. Все. В жизни этого человека есть все. Просто жизнь такая, какая есть именно у него. Встречается другой человек, и у него своя жизнь, своя история, свои годы, свой опыт. И вот они каким-то образом пересекаются в этой жизни. И в этот момент происходит какая-то удивительная история. Для меня лично это какая-то магия. Когда соединяются эти два мира. Какой будет эта встреча? Они проживают. Они смотрят, чувствуют, слушают, слышат друг друга. Кто как, конечно. И если суметь, еще раз говорю, остановиться и подняться над ситуацией, то начинаешь видеть гораздо больше. Если суметь выйти вот за пределы себя в первую очередь из этого узкого восприятия мира, кто как его называет, кто тоннельным мышлением, кто горизонтальным, но в любом случае оно сильно ограничивает масштабы в первую очередь собственных размеров. И вот если суметь выйти за свои пределы и подняться, еще раз говорю, над ситуацией, увидеть, как два больших мира соединяются и создается какой-то третий мир вместе. И что-то происходит, какая-то магия жизни. И они потом разойдутся. И вот что они сумели в этот момент дать друг другу? Да и стараться, наверное, в принципе не надо. Просто быть, просто жить, просто чувствовать, слушать, слышать друг друга. Ведь зачем-то они встретились. И вот здесь
ты останавливаешься и просто замираешь на мгновение буквально, потому что чувствуешь так много, так полно, что все, что было до этого, как-то меркнет и кажется мелким. Я не знаю, как у других, а у меня все время начинает работать какая-то нить, которая позволяет мне увидеть, прикоснуться, не увидеть, а прикоснуться к какому-то большему замыслу жизни. Я начинаю его чувствовать. И здесь все время приходит какая-то тишина, которая пришла даже сейчас. Невозможно описать словами те запредельные ощущения, которые проживаешь сейчас. Ты дышишь вместе с жизнью. Ты наблюдаешь себя в первую очередь, конечно, и через себя все то, что ты вдруг увидел. И вот этот момент замирания, соединения с жизнью, с ее большим смыслом, приводит обязательно еще к тому, что ты в какой-то момент вообще все отпускаешь. И даже здесь слово позволять, отпустить не подходит, потому что ты вдруг осознаешь, что здесь от тебя вообще ничего, абсолютно ничего не зависит. Ты никак не можешь ни на что влиять. Единственное, что ты сейчас проживаешь, это какую-то тотальную, глубокую, спокойную радость, что ты просто дошел до того момента, когда ты можешь увидеть так много, чем до этого. И в какой-то момент обязательно еще рождается еще удивительный рождается еще один удивительный момент. Тавтология, ну, как идет. Ты со всей красотой, которую видишь, сдаешься. Сдаешься. Сдаешься жизни, как она есть. Потому что вдруг ощущаешь себя частью такого огромного, тотального целого, что у тебя даже нет никакого микроимпульса, какого-то бздёха в тебе, что-то тут вымучивать. Ты сдаешься и просто дышишь вместе вот со всей жизнью, со всем, что ты увидел. Ты просто дышишь этим и сдаешься. И оно само в тебе как-то все отпускается, исходит из тебя. Жизнь входит в тебя через вдох и снова выходит через выдох, через твои клетки, через твою кожу. А ты просто дышишь, как есть. И преклоняешься. Стоишь, сидишь, лежишь, неважно, но внутри тебя что-то опускается на какие-то незримые внутренние колени, и ты просто преклоняешься перед жизнью
и благодаришь ее за то, что тебе позволено быть сопричастным сейчас. И ты благодаришь себя за тот путь, который привел тебя к этому моменту. И не дать себе упустить этот момент, не проходить мимо. Для меня это один из очень важных навыков сейчас. Слово навык даже уже не подходит, но больше никак не объяснишь. Это действительно так. Для меня эти мгновения как бусины, которые я нанизываю на нить своего дня, своей жизни. Я уже где-то говорила в эфирах эту фразу, но больше никак я тоже не могу иначе сказать по-другому. Поэтому уж что во мне есть, то я и озвучиваю. И они во мне остаются, и больше того, они служат зернами которые я вкладываю в мой личный внутренний сад. Какие-то укрепляют то, что уже посажено, уже растет. Какие-то новые закладываются. И вот так расцветает личный сад внутри, который дышит, живет. Да. И что вы дадите с этим человеком друг другу, покажет только жизнь, что вы даете в этот момент. Но в любом случае это происходит какой-то обмен. Это всегда взаимно. Это всегда взаимно, вне зависимости от того, что ты или тот человек принесли в эту встречу. И вот мы сейчас с вами точно так же. Да, незримо, да, не видя друг друга, мы встретились и принесли в этот момент что-то свое каждый. Я со своей историей, со своим пространством, со своим потоком, вы со своим. И вот мы встретились. Зачем-то ведь я говорю для кого-то. И зачем-то вы пришли в это пространство и слушаете. И что-то мы обязательно даем друг другу. Я уже даже сейчас чувствую те зерна, которые я вижу в себе. Так интересно. И я буду рада, если и вы сейчас увидите какие-то свои зерна. И они вас порадуют так же, как мои меня сейчас. Да. Вроде просто встретились, вроде просто поговорили, вроде просто послушали. А как много мы друг другу даем, и как мы нужны друг другу, сильно нужны. Живые, настоящие люди, чувствующие, мыслящие. И если мы это видим, мы всегда обогащаем друг друга, дополняем, показываем, помогаем. И вот сейчас я немного опять остановилась, потому что
У меня возник вопрос, вот сейчас я закончу говорить, не знаю когда, на каком моменте, но в любом случае это произойдет. И какую тему я поставлю в названии, я не знаю. Тут несколько тем, как обычно. Не бывает одного смысла в любой ситуации. Всегда очень много смыслов, очень много уровней. И мне все время так интересно их видеть, раскрывать, а потом еще раскрывать. Это как какой-то бесконечный ларец, который ты одним за другим открываешь, как матрешка русская, а там постоянно еще что-то возникает. Вообще очень интересно. Но в любом случае, наверное, ключевые — это о смысле встречи. Двух людей, ну, имею в виду не просто двух людей, а вообще о смысле любых встреч. О навыках суметь остановиться и не упускать, уметь видеть больше, уметь подняться над ситуацией. В принципе, этот навык очень важен всегда, кстати. Это я сейчас просто какое-то, идет слово, томное размышление озвучиваю. А на самом деле нам сейчас этот навык крайне необходим, когда мы живем нашу жизнь. Не буду говорить, что она непростая. Она всегда была непростая. Когда у нас жизнь была простая? Я имею в виду понятная, по крайней мере, мирная. Я уже и не помню такого времени. По-своему всегда были какие-то свои события, которые требовали внимания и забирали очень много сил, времени, энергии. Поэтому сейчас уметь подняться над ситуацией, наверное, это крайне необходимо, чтобы сохранить себя. Вот сейчас у меня даже тон стал более таким жестким, потому что до этого это были темы размышления такая мирная, томная, благостная, приятная. А сейчас уже пошли размышления на тему опыта. Тоже важно. Уметь подняться над ситуацией и увидеть тоже больший смысл всего, что происходит. И также сдаться. Сдаться потому, что ты есть только часть целого. И ты можешь влиять только на какие-то свои личные моменты. Но здесь уже больше об ответственности, о взрослости, о том, чтобы понимать это и не брать на себя больше. Задать себе вопрос: а что это для меня? И ответить на него. Также, в принципе, и в первом случае, что это для меня, когда встречаются два человека, с которым ты, наверное, на одной волне, и также задавать этот вопрос, что это для меня, когда ты встречаешься с другими людьми, с другими ситуациями, не такими благостными, как в первом случае, но в любом случае
точно что-то дающими тебе. Бывает, как я говорю, что банан просто банан, не надо все тут рассматривать под микроскопом. Но и в то же время шоры поднимать нужно, то есть жить без них-то точно, с открытыми глазами. Это всегда о честности. В общем, тем, как обычно, очень много. Я уж вижу, что пошла опять свои матрешки раскрывать, и надо, наверное, останавливаться. О чем получается наш разговор? Да, обо всем. Я взяла какой-то пазл из жизни, который на сегодняшний день, в октябре 2023 для меня является важным. Я готовлю встречи, и об этом, конечно же, я тоже буду говорить. Но там уже более полно, более точечно, пристально, с фокусом на все эти аспекты. Но и здесь тоже мне очень хочется затронуть эту тему, потому что для нашей жизни это сейчас важно. Видеть больше, глубже, шире, дальше. Выходить за свои пределы. И только так ты сможешь стать тем человеком-потоком, который способен просто жить сейчас и в будущем своей жизнью. Особых больше тут каких-то пафосных слов и говорить не хочется. Это уже для меня просто констатация факта. Вот так неожиданно экспромтом родился сегодняшний разговор. Интересный эфир. Но я сразу говорила, что мой подкаст — это всегда разговор. Это когда ты приходишь на свое любимое окно, садишься и говоришь с миром, а больше с собой. Вот оно так и получилось. Я поговорила с миром, с вами и, конечно же, с собой. Чтобы не упустить этот момент, чтобы не выпрыгивать из него и не бежать дальше, сломя голову. Ну, я, в принципе, этого не делаю. Это я уж просто озвучиваю привычные шаблонные шаги большинства людей. Вот чтобы не выпрыгивать, не выскакивать из этого момента, а прожить его, поразмышлять, почувствовать себя, посадить в себя те зерна, о которых я выше сказала, и дать им, конечно, возможность прорасти и жить. Потому что именно из этого состояния я хочу, чтобы это состояние, этот момент также стал частью моего пути. Я хочу слагать такую песню себя. Я хочу, чтобы мой путь слагался вот из этих таких пазлов, спокойных, на связи с собой, с жизнью, с вами. И пусть плетется этот узор. Каким он будет, я не знаю. Но, по крайней мере, то, что сейчас происходит, меня вдохновляет, радует и соединяет. Я чувствую себя частью целого и желаю вам также чувствовать себя живой частью нашего целого. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Желаю легкого осеннего дня. Желаю создавать погоду в душе такую, которая вас будет питать, греть, наполнять
сегодня и дальше. Всего доброго. До свидания.